Добрый день, дорогие раки! Это ваш расклад Таро на месяц август. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня расклад на столе. Напишите потом в комментариях, какой вам понравится больше. Со мной в кадре или такой, как сегодня. Хочу поближе, чтобы вы рассмотрели карты. И мне кажется, это тоже очень интересно. Давайте начнем. Напомню, что расклад общий. И первая карта для вас, раки, на месяц август. Это карта шестерка кубков. По шестерке кубков у вас очень приятная встреча, может быть, с родственниками, с родителями, с бабушками, дедушками, может быть, к вам дети приедут, внуки, либо вы поедете к бабушкам, дедушкам, к родителям в гости. Встреча с родственниками, с приятными вам людьми, поездка в родительский дом, со старыми одногруппниками, одноклассниками, сослуживцами. Это очень приятная встреча, может быть, застолье, веселье, какой-то праздник, подарки какие-то, кто-то приедет, вернется с работы, с контракта, с поездки долгой, дальней. Но это будет во всяком случае приятная для вас встреча. В соцсетях вас кто-то найдет из прошлой жизни. Для вас это будет очень приятно, душевно и тепло. Следующая карта для вас. Это карта десятка кубков. Снова кубки. Это у нас водная стихия, стихия эмоций. По десятке кубков у вас шикарный будет месяц, дорогие раки. Все будет хорошо, все кубки наполнены. Десятка — это завершение. В августе, возможно, что-то завершится вашей победой, вашим триумфом. Все будет отлично, как и в душевном плане, да, эмоционально. Может быть, это какая-то приятная будет очень для вас поездка на море, например. Покупка, может быть, квартиры, машины, какой-то дорогой техники, возвращение долгов, там, закрытие кредитов, закрытие каких-то ситуаций жизненных, которые были не очень приятные, скажем, тогда завершится все для вас очень круто, благоприятно и успешно. Так, давайте следующую карту для вас, раки, посмотрим на месяц август. Это карта. Эта карта у нас паж мечей. Пажи у нас могут символизировать детей. И так как мечи у нас воздушная стихия, это может быть какой-то образовательный процесс, связанный с детьми. Может быть, вы будете в школу ребенка готовить, в садик, нанимать репетиторов. Это может быть именно обучение, связанное с детьми. Пажи — это еще начинание и начинание какого-то обучения. Может быть, вы пойдете сдавать на права, учить английский, на какие-то курсы пойдете. Ролики на ютубе обучающие начнете смотреть, начнете учиться чему-то новому. Там рецепты какие-то начнете изучать и сделаете свой канал, например. В общем, это какой-то образовательный процесс, который только вот начинается. Либо же связанное с детьми, если у вас есть дети. Заходите в августе, вы чему-то новенькому обучиться. Так, следующая карта для вас, раки. Так, это карта. Четверка пентаклей. По четверке пентаклей стоит подержать в августе свои денежки под замком и не тратить их, не транжирить направо и налево, не давать никому в долг, потому что здесь, видите, человек сидит за замками, за цепями, 100-500 замков, закрыты двери. И это значит, что деньги должны находиться дома в сейфе под подушкой, никуда их не тратить, никому не давать, поберечь. Возможно, в сентябре они вам понадобятся на что-то более нужное, да. Так, следующая карта для вас, раки, на месяц август. Это карта Солнце. Карта Солнца у нас старший аркан. Это очень хорошая карта. Это карта, когда все получается, и здоровье хорошее, в работе все хорошо. Дела, которые у вас идут, идут они хорошо, благоприятно, благополучно для вас. Вообще карта Солнца — это, знаете, вот успех. Успех, когда в отношениях успех, с детьми, может быть, рождение ребенка, беременность, да, финансовый успех, зарплата, возвращение долга, например, по работе это может быть новая должность. Это, знаете, когда вот признание, может быть, еще разрешение какой-то ситуации именно в положительную сторону. Так, давайте посмотрим для вас
Следующую карту раки на месяц август. И эта карта королева жезлов. А королева жезлов у нас показывает очень такую решительную женщину. Жезл у нас огненная стихия. Это женщина, которая может управлять, решать вопросы, помогать. Может быть, вам нужно будет кому-то обратиться. Может быть, это ваша мама, либо ваш адвокат. Человек, который может решить какое-то дело, вопрос и в чем-то вам помочь. Либо же это вы будете кому-то чем-то помогать. Деньгами, советом. Может быть, помогать кому-то переехать, может быть, помогать финансово, да, своим родителям, либо детям. Но это вот женщина очень такая властная, которая умеет решать вопросы, решать проблемы. Либо это вы, либо с вами в августе будет такая женщина рядом находиться. Так, давайте следующую посмотрим карту. Это карта башня. Так, ну смотрите, когда вообще у нас башня выпадает с солнцем в одном раскладе, то солнце башню перекрывает, потому что это старший аркан. И если бы не было солнца, то карта башни символизировала бы крах и разрушение. Разрушение ситуации какой-то, разрушение планов, разрушение материальное, да, какую-то, может быть, финансовая потеря, либо же вот что-то когда-то идет не так, как надо, не так, как запланировано, не по плану. Жизнь, когда вносит свои коррективы, сюрпризы, которых мы не застрахованы, которые мы не ожидали. Но у вас в раскладе идет солнце, поэтому что бы там ни разрушилось, может быть, старые отношения какие-то, может быть, связь с какими-то людьми, поссорились вы с кем-то, не общаетесь, кто-то, может быть, заболел или какая-то неприятная ситуация, да, то солнце все закрывает положительным ключом. Все будет хорошо. Если кто-то заболел, он обязательно выздоровеет, и все будет отлично. Если вы оборвали с кем-то связь, перестали общаться, поссорились, это во благо вам. Вам так будет лучше. Если вы развелись, то это успех, это хорошо, так и должно быть. В общем, если вы что-то потеряли, значит ничего страшного, вы приобретете намного больше. Когда солнце выпадает с башни, то башня, она становится менее, скажем так, опасная, чем если бы это было в обычном раскладе. Так что, раки, не переживайте, по солнышку у вас все будет хорошо. Возможно, какой-то человек, вот женщина какая-то будет решать, помогать вот эти вот вопросы, проблемы, которые в августе месяце вас, скажем так, настигнут. Но, повторюсь, расклад общий, проиграется не у всех, абсолютно прям все карты. Следующая карта для вас, раки. Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов — это самая быстрая карта. По этой карте прям события будут происходить быстро, дела будут решаться быстро. Очень много будет какой-то суеты, может быть, поездки какие-то предложения, документы, контракты, все что угодно может быть, но это очень быстро. Карта движения, продвижения дел, будет много дел, много работы, много чего надо будет сделать. Эта карта очень быстрая, и, похоже, в августе месяце вы не сможете расслабиться. Кстати, по пажу мечей, это еще, знаете, что может быть информация и какие-то новости, которые к вам придут, и какие-то новые возможности, да, вот к новые возможности к вам придут, что-то вам новенькое предложат, может быть, подписать какие-то документы, служебные бумаги, но еще это, конечно же, начинание какой-то работы новой, какого-то проекта, какая-то идея новая еще может быть. Вот по следующую карту для вас достанем. Дорогие раки, на месяц август. Так, следующая карта для вас. Это карта туз жезлов. Туз жезлов начинание символизирует. Это начало какого-то дела, вы что-то начнете делать, что-то новое для вас. Может быть, что-то старое закончится, разрушится, и вы начнете сначала, начнете с нуля строить свою карьеру, свой бизнес, свое дело какое-то, да.
Жезл огненной стихии, стихия действий. По этой карте вы что-то, наверное, очень быстро начнете создавать новое. Может, какая-то идея, план, предложение будет, и вы что-то начнете новенькое делать, какую-то работу, может быть, начнете новую. Так, последнюю давайте карту посмотрим для вас, раки, на месяц август. И эта карта. Семерка жезлов. По семерке жезлов у вас идет продвижение дел, движение вперед, как и по восьмерке. У вас прям все движется вперед, не стоит на месте, какие-то планы, проблемы решаются, все движется, все решается. Карта показывает, что не нужно останавливаться на достигнутом. Обязательно ставьте новые цели, новые планы, новые задачи. По этой карте идут поездки какие-то на поезде, на самолете, на автобусе, на машине, куда-то, возможно, вы поедете. Может быть, еще по карте, по этой новости, информация, предложения новые для вас. Но в основном, конечно, карта транспорта, движения, продвижения по работе дел, либо же передвижение транспорта. Вот такой вот у вас расклад, дорогие раки, на месяц август. Пишите в комментариях, какой вам больше нравится, на столе или со мной в кадре. Почитаю, будет интересно. На этом буду с вами прощаться. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Увидимся в новом раскладе. Жмите лайк под роликом, мне будет очень приятно. И всех жду в новом раскладе на сентябрь. Пока-пока.